Приветствую на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Сегодня обзор на Pixel 7. Сейчас у нас включено видео 4К 30 кадров в секунду, усилитель звука без помех. В общем, в этом обзоре не будет непосредственно технических характеристик, просто покажу и поделюсь впечатлениями от его использования. У меня он уже 2 недели, первая неделя марта. Приятного просмотра. Тест степяшкинской камеры, Full HD, 60 кадров в секунду. Солнечная погода сегодня в Воронеже, как вы видите, стабилизация. Роллинг, шаттринг, или как это там по-модному. 4К 60 кадров. Стабилизация по умолчанию, сами видите какая. Проверка автофокуса. Ну, достаточно плавненько. Хотя вот OnePlus, он как-то поритмичнее все это делает. Снимаю с одной руки. 4К 60 кадров в секунду. Себяшкинская камера. К 30 кадров в секунду. Стабилизацию увидите. В движении все происходит. При этом включена функция HDR видео и разборчивая речь. Сейчас снимаю с 2 рук. До этого снимал с одной руки. Full HD, съемка против солнца, 60 кадров. Функция киноэффект. Вот потерял он фокус, к сожалению. Ну, не идеально, но я думаю, что в следующих обновлениях допилит. Full HD 60 кадров. Без функции распознавания речи. Итак, что касается тактильных ощущений. Стекло алюминий. Приходит он, естественно, без чехла в комплекте. Проводок, переходничок с Type-C на обычную USB-шку. И, собственно, все. Рекомендую настоятельно сразу же прикупить чехол, так как без чехла из рук выскакивает. Очень скользкий. Сканер отпечатка пальцев. Сейчас у нас температура 0-1. Работает без проблем, срабатывает очень быстро сенсор. По поводу стереозвука тоже достаточно все неплохо. 3 микрофона присутствует. По качеству сотовой связи Wi-Fi и Bluetooth соединение не рвет, все работает хорошо. Возможно, в самом начале это было, конечно, фиговенько, но с помощью всякого рода обновления это все дело подтянули, и все стало хорошо работать, быстро. Чем мне нравится, собственно, Pixel, тем, что ничего лишнего нет. Все, чем вы пользуетесь. И делает он это все относительно неплохо. Покупал его за 40,5 тысяч. Качество съемки это приблизительно iPhone 14, как по фото, так и по видео возможностям. Но, естественно, стоит фактически почти в 2 раза дешевле. Никаких глюков, ничего противного и того, чтобы меня отталкивало, я не наблюдаю. Меня все абсолютно устраивает. Перешел я на него, ну, долгое время пользовал Pixel 3, который, кстати, актуален в наше время. Купил Xiaomi 11T Pro, но меня не устроило качество видеосъемки. Конечно, смотря с чем сравнивать, пиксели это прям небо и земля. Также у жены есть Pixel 6, обзор уже есть на канале. Если кому-то интересно, то можете его посмотреть, своими впечатлениями. Я там на него поделился. Фоточки будут в конце этого видео. Также после всех вот этих разглагольствований покажу технические характеристики данного аппарата. А именно Pixel 7. Версия не Pro. Версия на 128 гигабайт. Беленький, стеклянненький, мега скользкий, чехольчик нужен.
Единственное, что не устраивает, скудная комплектация. А из нового и хорошего, то, что в скором времени у нас выйдет уже приблизительно летом Android 14, и он сразу же появится на пикселях. Спасибо, собственно, всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите свое мнение. От себя лично добавлю, что я рекомендую данный смартфон к покупке. Плюс, кстати, он не лопата, что замечательно удобно пользоваться одной рукой. Всем пока!